La magia la tienes tú, la magia la tienes tú, la magia la tienes tú. Чище как-то. Ну что, у нас ночной город. Не знаю вообще, насколько будет видно меня. Вот, но мы идем на автобус. 7:30 утра. Я сейчас в Софии. Вот, иду на автобус, который будет ехать в Банско. Через часа 3 от того момента, как я сяду на автобус, мы уже будем в Банско. Поэтому вот так вот. Фуф. Ну что, я добрался. Вот это наш автобус был, который там стоит. Он такой старенький, что я думаю, слава богу, что дорос. У нас уже вот здесь виды, горы там на горизонте. Поэтому сейчас идем заселяться и вперед изучать, что здесь и как. Так, небольшой рум-тур. Очень небольшая квартирка, скорее даже как номер в отеле, наверное. Вот, но я думаю, за цену меньше 50 евро в сутки, думаю, более чем достаточно. В общем, здесь входная дверь. Здесь я даже был удивлен, стоят лыжи. Я, правда, катаюсь на сноуборде, но для лыжников, наверное, это плюс. И мне кажется, их можно использовать, здесь бы они не стояли по-другому. Вот здесь душ, туалет, стиралка вместе с сушкой, что просто вот круто для таких поездок. Здесь очень большая кухонька. Вот, ну, в принципе, можно приготовить, даже есть печка. Поэтому вот так вот. Здесь стол раскладной, телевизор, диван, который можно разложить. Вот здесь такая двухспальная кровать и сверху еще одно полноценное место. Вот не знаю, оно для детей или для взрослых, но мне кажется, что взрослого тоже должно выдержать. Вот. И небольшой здесь шкаф. И здесь небольшой балкончик. Без вида на горы, конечно. Вот, но свежим воздухом можно подышать. Как по мне, за эту цену даже более чем приемлемо. Шел я вот к этому зданию, это получается здание, которое основное Банско Ски, там где вот эта гондола начинается, основная центральная. Ну, вы можете, во-первых, увидеть, да, количество снега, вот это они сейчас с пушек накидывают, но снега в этом году немного, вот, особенно внизу. Вот, наверху снег есть, но и там тоже открыты, типа, 2 трассы. 24 числа обещают снегопад, вот, но типа 30 сантиметров. Это не супер много, но если будет 30 сантиметров внизу, то, наверное, сверху должно быть даже больше. Поэтому, скажем так, надеемся и верим. Вот, и какая ситуация сейчас? Стоит 33 евро на день, и покупается скипас только вот в начале дня. То есть она сказала в кассе, что может быть такое, что снега недостаточно, и типа вообще никто не будет кататься, чего, надеюсь, не произойдет. Вот. Сейчас купить на завтра, обычно так работает на курортах. Вот, просто покупаешь дневной или там на 5 дней. Вот, но здесь вот такие сейчас правила из-за того, что не очень много снега. Ну, короче, завтра будем смотреть, как и что. Сейчас пойду узнавать в аренду. Ну что, пришел уже домой. Борт взял. Вот. Вот он, борт. Борт, крепление плюс шлем. И вышло $26 в день. И на самом деле был очень удивлен вообще прокатом. Такого давно не встречал. Потому что вот буквально каждый вопрос, который я задавал, ответ был просто «да». То есть, если что-то вдруг сломается, да, приходите. Если что-то поменять, да, приходите. Если ботинки не того размера, да, приходите. Если вдруг откатаюсь меньше дней, чем я заплатил, потому что заплатил за 5 дней сразу, да, не переживайте, мы вам вернем деньги. И я просто такой, такое вообще бывает. Вот, в общем, да, аренда прям очень приятно удивила. Доехали. Вот так вот.
такая вот здесь картина. Это просто что-то невероятное. Вот, короче, заняло у меня добраться сюда с самого низа. Это самый-самый верх, насколько я понимаю, потому что сейчас открыт. Заняло у меня сюда добраться реально практически час, наверное, с самого низа. Вот, сейчас уже начало 10-го, поэтому пора идти катать. Вот, наверное, вот такие. Вот, там вот, если можно увидеть внизу, короче, это вот шампанское есть. Вот здесь мы над облаками. Просто кайфуем. Вот, какая история по скипасам? Скипас покупается там напротив касс, короче, есть именно такие как стойки, короче, самообслуживание. Вот, там покупается скипас. Просто нажимаешь скипас на один день, прикладываешь карту, заплатил, тебе распечатал скипас, и ты все, и поехал. Вот, и то есть как бы очереди на гондолу внизу на первую вообще не было. Вот, поэтому это было хорошо. Я ехал с людьми, люди говорят, что иногда бывает такое, что по 2 часа можно было ждать в очереди, когда сезон и когда много людей, поэтому то, что может быть не весь курорт открыть, тоже плюс. Ну, дешево и меньше людей. Сейчас поедем катать. Разминка — это лучшая защита, поэтому не забываем разминаться. Ну и чё, погнали? Примерно выглядит. Ну, в принципе, здесь не все равно, но обычно за 5 минут. Так, ну что, уже 11 часов дня. Вот, уже 2 часа, получается, катаю. Вот такие вот тут виды. Очень красиво. Вот. Со всех сторон. И вот там вот можно увидеть внизу Банско. Не знаю вообще, будет ли меня слышно с таким ветром. Вот, но что, получается, открыты на данный момент только 2 трассы. Как раз вот эти вот 2, которые вот здесь. Слева и справа. Ну, типа, спуск занимает 5 минут. В принципе, не, ну, то есть они не очень длинная трасса, которая открыта. Вот, и вот в очереди я там в предыдущем моменте снимал, какая она была. Вот, и как бы достаточно быстро проходится тоже за минут 5, наверное. Вот, ну, короче, погодка вот такая сегодня примерно. Бывает, конечно, есть, но тяжеловато, потому что все на маске, вода, дождика, дворников на маске нету, поэтому вот. Ну, ничего, нам ничего не помешает кайфовать. Я молился за снег, я его получил, слава богу. Вот, поэтому будем катать.
типа прям в разы меньше. Вот, и это так, как с утра и было, так и по сей момент остается. Сейчас уже начало 12-го, поэтому вообще как, не знаю, где все люди. Обычно такие дни наоборот должно быть. Но вот так вот подъехал и сразу поехал. Так, у нас сегодня, у меня почему-то все время первый аккумулятор, камера не записывает, она просто отключается. Нас сегодня продолжает засыпать. И я очень хочу попробовать заснять хоть какой-то пухлячок. Поэтому погнали. Если вы что-то видите, было бы вообще хорошо. Ну да, сумасшедших хватает чего. Воу, просто. Что это такое? Ой-ой-ой, хорошо-то как. Ой, не могу. Что за мед просто? Что за мед? Ой. А в пухличке-то я не умею катать. И без очереди просто взрываем. Ой-ой-ой-ой, хорошо. Неплохо, правда? Думаю, неплохо. Да. У меня есть, по идее, буквально минутка, пока не начнется ветер. Вокруг вот так вот, можете увидеть. Все так же продолжается снегопад со вчера. Вот, засыпает. Пухляка много. У меня проблема с очками. Я их только что протер, в кафешку зашел. Они опять запотели изнутри. Я типа не шарю. Вот, ну еще я реально понимаю, что пухлячок это круто. Это очень приятно. Спасибо Богу за то, что послал снег. Вот такой хороший. А снаряжение это важно. Вот что я понял. Вот, потому что у меня боты, мне кажется, просто убитые. Они супер мягкие. Мне очень тяжело передавать давление, ну как бы, да, то есть вес переносить, короче, борт просто не отвечает мне. Вот, по зазону. Я сейчас не знаю, либо сегодня, либо может, типа, не знаю, буду ли катать сегодня весь день в этой снаряге. Вот, но узнал здесь у локальных людей, кто здесь живет, какой здесь лучший прокат с лучшим оборудованием для бордов. Вот, и мне посоветовали, поэтому, возможно, пойду брать, короче, другую снарягу, просто пробовать, потому что, ну, по ощущениям это прям что-то не то. Вот. И ноги устают, быстро забиваются, чего, в принципе, никогда не было. Очень мало контроля. Поэтому вот такие пироги, но зато все круто. Снег валит как надо.
Вот. Вот так вот. Вот так вот. Так, пока камера не замерзла и у меня все не потеет, очки мои, я буду пробовать снимать. Шлем. Я вам скажу, варежка, любая застежка, это просто что-то с чем-то. Новое оборудование, смотрите. Step on. Я в жизни такого не пробовал, но как это работает? Вот так вот делаешь, пяточку, лево, право. Вроде бы все. Вот так вот и все. Это что за серфинг? Что это за серфинг, ё-моё? Это кринж. Что это за трасса? Посмотри просто. Ну это же просто разбитая, убитая трасса. Я не могу. Начинаю немного психовать. Что просто начинаешь сражаться за жизнь. Сугробы просто, сугробы. Так, сегодня у нас вот такой вот денек. Небо ясное. Снега насыпали, вроде растрачили. Вроде затрачили, я, по крайней мере, видел на камеру. Поэтому поехали, че?